Добрый день, уважаемые дамы и господа. Следующий вопрос, который хотелось бы сегодня рассмотреть, также принципиально важный для развития человека, и как следствие для его судьбы, это какое отношение к себе, к своей судьбе, к окружающему миру необходимо формировать. Да? То есть что такое отношение, насколько это важно, чтобы отношение было правильным, позитивным, и, собственно, что нужно делать, чтобы его сформировать. Да? Ну, первое отношение к чему? Да, ко всему. Да, к себе, неважно. Чувства, разум, там, профессионализм, тело, себе, своей судьбе, все цели. Там, самореализация, взаимоотношения, квартира, что угодно. К окружающему миру. Да, это страна, в которой вы живете, родители, город. По каждому из вопросов, которые мы обозначили, прошлое, настоящее, будущее, да, там, политика, все, что для вас важно, и фактически все, что важно, и все, на что вы реагируете. Вот задача понять, для успеха и для счастья наше отношение ко всему, что вы знаете и вас тем или иным образом задевает, да, оно должно быть сформировано правильно, оно должно быть сформировано позитивно. Да. Почему это важно? Вот представьте, э, как различные люди идут к цели. Один человек идет на полусогнутых, у него за спиной там куча мешков с камнями. Да? Что такое мешки с камнями? Это обиды, не могу простить. И часть сознания постоянно думает и проклинает обидчика. Там обиды, месть, там, агрессия, там, зависть, переживания, страдания, что угодно. Все эмоциональные реакции со знаком минус. В конечном итоге мы думаем о человеке, о чем-либо еще. Мы думаем и мы реагируем. Да? Или радость, или страдание. Ну, неважно, там, гнев, ярость. Да? Или позитив тех или иных видов, или негатив тех или иных видов. Вот что важно понять. Если отношение выстроено со знаком минус, а у каждого есть там свои обидчики, да, то вы идете вроде бы к цели, но чем больше негативных программ, чем больше негативного отношения, тем больше ваших жизненных сил, вашей энергии сливается вот в сторону нерешенных вопросов. Да? Чем больше у вас обид, переживаний, там, всего остального прочего, тем больше сил своего сознания вы тратите не на то, что ведет к цели, а то, что будет лишать вас будущего. Сливаете вот переживания, страдания, то есть ваше сознание, там множество, скажем, частичек сознания, отношение к Петрову, к Сидорову, к стране, к президенту и так далее. Да вот каждая такая частица сознания, ну, скажем, воина внутри вашего внутреннего мира, он может работать на вас, то есть сражаться за победу, или может работать против вас. Да? То есть что-то разрушать в вашем сознании, забирать силу, энергию, возможности. Да. Это не воин, а преступник, который внутри вашего внутреннего мира, там, неважно, разрушает дома, поджигает заводы, да, приносит вред. Да? Надеюсь, это понятно. Вот любить или ненавидеть. Да, кто помнит там по Библии, Бог есть любовь. Почему вот это важно? Да, потому что если любить, это значит отсутствует какое-либо зло. Это не значит, что вы поощряете какие-то негативные реакции. Но вы можете простить, и вы можете найти правильное решение. Да, лучше идти к цели как не на полусогнутых, а вы груз своих проблем сбросили. Да, этому нужно учиться, да, понимать, почему нужно прощать, как правильно закрывать старые вопросы, обиды, там, недоразумения. Вот когда вы получаете возможность освобождаться от груза проблем, вы можете идти как? Налегке, с гордо поднятой головой, не на полусогнутых, но нормальным шагом. Идти эффективно и идти с наслаждением. Я надеюсь, все за то, чтобы не на полусогнутых, да, а все-таки ровно и не с грудом проблем,
а на максимальном позитиве. Да, вот чем выше ваше позитивное отношение к этому миру и к себе, к своей судьбе, тем больше крылья, тем больше огня в груди. Да, вот отношения– это что вы испытываете. Или там раздражение, ужас, месть, или вы желаете, вот в идеале, когда сознание выстроено таким образом, что вы желаете блага этому миру. Для кого-то благо– это будет справедливость, то есть преступник должен сидеть в тюрьме. Его не нужно проклинать там, по 3 часа в день. Да, нужно принять решение, я тебя прощаю, а там пусть судьба разбирается. Да, но правильно, если по справедливости, если ты уж не хороший человек, то получи, да, свою долю неприятностей от судьбы. Да? То есть желание блага и справедливости. Если вы выставили таким образом свое сознание, ну, вам ничего не мешает наслаждаться жизнью, не сливать энергию в прошлое, а концентрировать свои усилия на то, чтобы быть здесь и сейчас, восторгаться будущим, видеть свою прекрасную мечту, да, и каждый день максимально эффективно идти к цели. Что нужно для того, чтобы в это состояние войти? Ну, собственно, надеюсь, задача очевидна. Перебрать все, что есть там внутри нашего внутреннего мира, все цели нашей жизни, перебрать все, что мы знаем по окружающему миру, там, жизнь справедлива или нет, страна хорошая или плохая, там, народ, президент, элита. Вот. Ответы должны быть позитивными. Перебрать все, что есть, и найти такие ответы, они всегда существуют, да, это зависит от цели. Вот есть ситуация, да, вопрос, и нужно найти ответ, варианты. Найти ответ, который причинил бы максимальную боль, страдания, лишил бы радости, сил и способности действовать. Да, есть как бы никакой ответ. И есть ответ максимально позитивный. Ну, предположим, если в стране плохо, ее нужно проклинать или поставить позитивную цель. Я хочу сделать, чтобы было лучше. По крайней мере, на своем уровне, в рамках своей ответственности, да, выполнить свой долг, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Если мы принимаем такое решение, да, у нас позитивное состояние, и мы понимаем, что делать, и то, что мы будем делать, это правильно, это благо. Если мы принимаем решение проклинать окружающий мир, ну, никому от этого хорошо не будет. Прежде всего, плохо будет вам. Да, потому что часть сил вашего сознания будет вместо созидания работать на саморазрушение. Вот правильное отношение– это что? Вычеркнуть из сознания все программы, которые будут разрушать нас, сливать энергию, да, и переводить на полусогнутые. И сформировать такое отношение, вот чем оно сильнее, чем больше жажды, блага для этого мира, тем больше мотивом действия. Если у человека вот такое отношение сформировано, благо этому миру, это что? Вы можете своими чувствами, своими позитивными целями, намерениями, с открытым сердцем делиться со всем окружающим миром. Вы гордитесь своими целями, своими убеждениями, своими чувствами, своими ценностями. Это вызывает доверие, это раскрывает сердца, это формирует поддержку. Вы в этом случае становитесь центром притяжения. Если у человека отношение противоположное, у него и цели будут такие, которые стыдно вслух произносить. Он не будет центром притяжения, он будет какие-то гадости, подлости делать из-за угла. Будущего прекрасного вот такого человека нет. Да? Поэтому формирование правильного отношения– это супер важная задача. В конечном итоге сводится, да, пересмотреть все составляющие ключевые. Да, мы, судьба, этот мир, и перестроить негативные программы на позитивные. Показатель того, что мы действуем правильно, что человек по пути развития идет правильно, это рост его состояния. Да, мы как-то говорили уже от негативного уныния, апатии, депрессии, там, раздражения, потери самообладания, каких-то напряженных, блокирующих там, разных других реакций, к тому, чтобы покоя глубже, радости больше и шаг за шагом. Энергия, чувство, воодушевление, желание творить, да, идти к своим целям, да, вот, на высокой ноте, делиться своими знаниями с окружающим миром, вот это вот состояние растет. Если рост этого состояния не происходит, то человек заблудился на пути развития.
То есть он, может быть, получает знания, но они подрезают ему крылья. Да, поэтому очень важно, когда мы идем по пути развития, следить, растет ли ваше состояние. Если оно растет, все хорошо. Растет ваша позитивность, ваше доброе отношение к этому миру, ваша мотивация к деятельности. Если не растет, то в сознании запущен информационный вирус, который нужно обнаруживать и устранять. Всем пожелание сформировать наилучшее отношение к себе, к своей судьбе, полюбить ее, научиться желать максимум благ. Фактически, почему у людей проблема? Да не желают они себе блага. Не желают. Желали бы блага телу, занимались бы спортом. Желали бы блага душе, искали бы источники радости. Да, вот если у человека не сформировано отношение, да не желают они блага. Ни себе, ни людям. Поэтому просто реализуют привычные негативные программы. Это корень зла. Все начинается с отношения. Да. Почва какова для целей? Твори добро или зло? Всем наилучшего отношения к себе, к своей судьбе и к этому миру. Да, это залог и счастья, и основа для постановки позитивных целей и получения желаемых результатов. Всего доброго, успехов!